Шалом, друзья! Добро пожаловать на наш новый детальный разбор. Сегодня мы погружаемся в совершенно потрясающую тему – пересечение любви и закона, или Торы. Знаете, в современном мире как-то принято считать, что правила и рамки – это злейшие враги свободы, а настоящая близость вообще не терпит никаких ограничений. Но так ли это на самом деле? Давайте вместе исследуем этот парадокс через призму древних текстов и посмотрим, как именно они открывают путь к подлинной свободе. Итак, наш маршрут на сегодня. Сначала мы обсудим трагедию безграничной любви. Затем перейдем к метафоре берегов для реки любви. Третьим пунктом разберем саму суть святости, после чего посмотрим на идеальные границы, установленные Машехом. Ну и в финале, конечно же, обсудим, как применять эту святость в нашей повседневной жизни. Давайте сразу к делу. Часть первая – трагедия безграничной любви или когда страсть полностью игнорирует правила. В годовом цикле чтения Торы есть удивительный момент, когда две совершенно разные главы читаются вместе. С одной стороны у нас Ахаре Мот, что буквально переводится как «после смерти». Это часть полная строгих законов, границ и запретов. А с другой стороны Кдушим, то есть святые. Глава просто переполненная возвышенными этическими призывами и любовью. Наша человеческая природа часто воспринимает правила как полную противоположность любви, но в божественном замысле это буквально две неразрывные стороны одной медали. Трагический контекст первой главы задан гибелью сыновей Аарона, Надава и Авиу. Еврейские мудрецы отмечают одну поразительную вещь. Они сгорели от избытка любви. Звучит странно, да? Они настолько сильно жаждали абсолютной близости со Всевышним, что напрочь проигнорировали установленные дистанции и принесли так называемый чуждый огонь. Их искреннее, но совершенно своевольное желание безгранично слиться со Шхиной, то есть с божественным присутствием, привело к настоящей катастрофе. Это невероятно наглядный урок. Близость без границ просто убивает. Переходим ко второй части нашего разбора – берега для реки любви. Необходимость ограничений. Представьте себе красивую, мощную полноводную реку. Она несет жизнь, питает все вокруг. Но что вообще делает ее рекой? Совершенно верно, ее берега. Они ограничивают воду и направляют ее поток. Если мы вдруг решим убрать берега во имя какой-то ложной свободы, мы не получим суперреку. Вода просто разольется во все стороны, станет мелкой и в итоге превратится в застойное гнилое болото. Берега — это не враги воды, это буквально то, что позволяет реке быть рекой. Точно так же Божьи заповеди — это берега для человеческой близости. А вот что действительно интересно на этом этапе, это поразительная концепция, которую ввел Рамбан. Наваль берешут хатара. Буквально это означает «подлец с дозволения Торы». Иными словами, строго кошерный негодяй. То есть человек может технически вообще не нарушать правил, строго хранить шаббат, есть исключительно кошерное, но при этом использовать все разрешенное лишь для подпитки своего собственного эго, оставаясь грубым и эгоистичным. Истинная святость требует самоограничения даже в том, что официально дозволено. Часть третья. Суть истинной святости. Отделение как главный источник связи. Здесь нам очень важно отойти от привычного западного понимания слова «святость». В иврите слово «кадош» означает «отделенный», «выделенный», «иной». Божественная святость — это не просто какое-то идеальное моральное совершенство, это абсолютная инаковость. Всевышний Творец, он не является частью природы. И призыв Торы «святы будьте» — это призыв подражать этой отдельности через осознанное самоограничение и защиту личного пространства в нашей обычной повседневной жизни. И это просто блестяще иллюстрируется устройством мишкана, или скинии. Смотрите, сначала внешний двор, затем святое место, и, наконец, святая святых, куда Коэн Гадоль, то есть первосвященник, входил всего лишь один раз в год на Йом-Кипур. Сама архитектура скинии учит нас важнейшему духовному закону. Чем ближе мы подходим к божественному присутствию, тем строже становятся границы. Все это для того, чтобы защитить это священное пространство. Свет вытесняет тьму, и ничто нечистое просто не может выжить в абсолютной святости. И тут возникает очень глубокий и закономерный вопрос. Так где же находится эта идеальная точка встречи строгих границ и безграничной интимности? Как нам перейти от древнего левитского служения к той полноте, которую открывает нам Брит Хадаша или Новый Завет? Часть четвертая. Совершенные границы Мышаха. Иешуа как абсолютный Коэн Гадоль. Нам нужно очень ясно понимать одну вещь. Мессия пришел вовсе не для того, чтобы разрушить границы Торы. Наоборот, он стал идеальным воплощением святого самоограничения. И Иешуа говорит:
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Он невероятно поднимает планку. Раньше мерилом любви было наше собственное «я», которое, давайте признаемся, часто бывает эгоистичным. И Иешуа же предлагает совершенно новый стандарт — его собственную жертвенную любовь и добровольное ограничение своих прав ради блага других людей. Ключевой момент здесь заключается в том, что именно Коэн Гадоль преодолевает этот колоссальный разрыв. И Иешуа не отменил Тору, он наполнил ее абсолютным, совершенным смыслом. Он сам удовлетворил все строжайшие требования святости и прошел через границу смерти тот самый этап Ахарей Мот, чтобы мы могли совершенно безопасно войти в пространство истинной святости, в это состояние кдошим. И это прекрасно иллюстрирует вот такая метафора. Представьте себе бесконечный холст без каких-либо рамок. Попытка рисовать на нем приведет лишь к хаотичным каракулям. А вот холст с четкой рамкой и линиями перспективы позволяет создать настоящий шедевр. Божьи заповеди — это ни в коем случае не тюремная клетка. Это рамки и линии перспективы великого мастера. Именно они позволяют превратить нашу жизнь в настоящее произведение искусства. И заключительная, пятая часть нашего разбора — святость в повседневной жизни. Как применять эти древние истины сегодня? Давайте посмотрим, как вся эта высокая теология выглядит на практике. Во-первых, это охрана наших цифровых привычек, осознанное создание личных, закрытых пространств, которые свободны от социальных сетей. Во-вторых, это соблюдение семейной чистоты и глубокое уважение к личности супруга. И в-третьих, это честные весы в бизнесе, соблюдение контрактов, честный возврат долгов. Защита личного пространства и абсолютная порядочность в делах — это и есть самое что ни на есть современное живое выражение левитской святости. Обратите особое внимание на библейскую концепцию «эзер кенегдо» — помощник напротив него. В браке просто необходимо здоровое расстояние. Если муж и жена полностью, без остатка растворяются друг в друге, происходит такое эмоциональное слипание, которое неизбежно ведет к скуке и безразличию. Чтобы между двумя людьми постоянно проскакивала искра, между ними обязательно должно быть пространство. Настоящее единство требует наличия двух независимых сильных берегов. То же самое касается и динамики в отношениях с детьми. Установление твердых границ создает правильную божественную иерархию. И как ни парадоксально это звучит, именно такие четкие рамки выстраивают у ребенка прочный фундамент доверия и безопасности. Требование уважения к родителям и наличие здоровых ограничений для детей — это глубочайший акт заботы и любви, а не просто какой-то свод суровых запретов. Как замечательно сказано в первом послании Кифы или Петра, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Соблюдение этих установленных Всевышним границ, которое направляется и укрепляется Руах Хакудеш, Духом Святости, это совершенно не бремя. Поверьте, это самое высокое проявление любви, которое гарантирует, что река нашей жизни никогда не пересохнет и не превратится в разрушительный хаос. Завершая наш сегодняшний разбор, давайте зададимся одним очень глубоким вопросом. Становятся ли границы в нашей жизни просто раздражающими ограничениями, или же в них скрыты те самые священные берега, которые позволяют реке истинной любви течь свободно и мощно? Это отличный повод для размышлений. Возможно, именно сегодня пришло время заново открыть для себя красоту свободы, бережно заключенной в святых рамках. Огромное спасибо, что были с нами в этом погружении в суть слова. Шалом!